Приветствую вас, дорогие мои вокалисты! Сегодня мы с вами дополнительно рассмотрим несколько приемов, которые помогут вам удерживать высокие ноты и более легко и свободно исполнять их. Я, поскольку знаю, что на моем канале есть подписчики, кто занимается классическим вокалом, и также есть кто занимается эстрадным вокалом, поэтому, как обычно, в своих видео я пытаюсь комбинировать информацию, давать сразу для тех и для других. Также, если вы еще не смотрели видео о том, как расширить свой диапазон и как растянуть свой голос, как сделать его более эластичным и достичь высоких нот, посмотрите видео, ссылка о котором будет в описании, потому что видео, которые сейчас я вам демонстрирую, больше относится к тем, кто уже занимается вокалом не первый день. Для того, чтобы легко, свободно, ярко звучать на верхней части вашего диапазона, необходимо несколько элементов уже иметь наработки в нескольких из аспектов вокальных. Первое – это устойчивая, хорошо поставленная вокальная опора. То есть ваш голос обязательно уже должен подружиться с дыханием, с вашей диафрагмой. И обычно на начальном этапе это представляет большую трудность, поэтому я вас отправляю назад на видео, как расширить свой диапазон. А также посмотрите мое видео о том, как поставить и почувствовать вокальную опору. Далее, чтобы высокие ноты звучали ярко, приятно, полнозвучно и для вас, прежде всего, удобно, необходимо умело пользоваться резонаторами. И поэтому, если вы не умело пользуетесь резонаторами или вообще не знаете, что это такое, скорее всего, вам нужно будет обратиться к видео о резонаторах. И кроме этого, очень важно при исполнении высоких нот убедиться в том, что вы поете в своем диапазоне. То есть вы работаете внутри вашего природного диапазона голоса. Поэтому обратите внимание на другое видео, которое объясняет, как найти свой настоящий голос, свой настоящий природный диапазон голоса. Потому что если вы начинаете работать, копируя какого-то исполнителя, у которого совершенно другой голос, совершенно другая природа, другой звук, другой стиль, чем сейчас у вас есть, да, то, скорее всего, из этого тоже ничего не выйдет. Поэтому предположим, что вы уже подготовлены, у вас есть понимание, как вокальная опора вас поддерживает, о том, как использовать резонаторы и вообще какие они бывают, а также вы убедитесь в том, что у вас ваша песня звучит, ваш саундтрек звучит в удобном для вас диапазоне, в вашей удобной тональности, и тогда мы начинаем. Работая с высокими нотами, мы должны понимать, что центр нашего звука будет перемещаться из нижних отделов, да, все выше и выше, где-то в центр лица. Это не обязательно будет головной резонатор. Иногда высокие ноты можно достичь и грудным резонатором, и миксовым звуком. Это зависит от стиля, в котором вы работаете, от стиля вашей композиции. Вообще от стиля вашего вокала. Но прежде всего нужно понимать, что центр звука, он мобильный, он двигается, он может находиться в центре лица, он может находиться на затылке, на макушке, он может перемещаться с горла, даже находиться где-то в паху, если вам необходимо создать более глубокий, более брутальный, мощный нижний звук, да? Мы сейчас говорим о верхнем, поэтому ваши центры будут находиться где-то между бровей, где-то, может быть, позади носа, да, и обязательно где-то в верхней части. Я даже предлагаю иногда петь выше тарелочки. Давайте произведем такой опытный образец звука, который будет находиться у нас где-то в средней части вашего диапазона пока что, пока не лезем наверха. И мы проэкспериментируем. Если центр звука находится у нас сейчас на центре лица, и потом этот же звук мы проделаем, если он будет находиться у нас на подбородке. Итак, я перемещаюсь. Вы видите, что как бы немного деформируется, она уплощается, когда я ее работаю под носом, на усах. Вот это наш центр звука. Он может находиться в разных местах в зависимости от вокальной задачи. Для того, чтобы устремить звук именно к центру лица, мы проделаем сначала нытье. Капризное нытье, которое нам как бы дает возможность пропускать звук 50% нос, 50% рот. Это очень расслабленное положение челюсти, я замечу. Не ха,
но ха. Ха. Вот поерзайте немного с этим плачущим. Даже это не плачущий звук, это нытье, так, я бы так сказала. Вот. И когда вы ощутите этот центр звука у нас где-то в середине лица, не в носу, но где-то в середине лица, мы вот сюда будем устремлять наш высокий звук, который мы сейчас будем производить. И теперь мы сделаем небольшое упражнение для подтяжки этого звука наверх. Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. То есть я прямо в лоб начинаю устремленно в эту центральную часть лица ги-ги, нажимать на эту кнопку, не знаю, кнопка тревоги звучит, да, примерно так. Ги-ги-ги-ги-ги-ги. Обращаю ваше внимание, что здесь нет низкой челюсти. Челюсть будет в нейтральной средней позиции. Ги-ги-ги-ги-ги-ги. Таким образом, ваши усы как бы должны быть путеводителем вашего звука. То есть они опорой вашего звука будут. Вы упираетесь звуком в ваши усы. Обратите внимание, что челюсть не уходит низко, она не отваливается, но при этом и не зажата. Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Она как бы мне отрезает вот этот уровень от тела, что мы отсоединились от тела, ниже челюсти ничего нет. Опять же, здесь я блендирую голос, если вы видите, я иду в голову. Но это почти незаметно, потому что резонанс действительно настолько же высокий, как и в грудном регистре. Если я потяну сейчас голос, горло туда наверх, получится вот что. Это моя грудь лезет туда на верхний тон. Я пытаюсь все равно это произвести через мои драконовые вот эти ноздри. Другой трюк, который вы можете попробовать, если у вас почему-то не идут ноты высокие, опять же, в удобном, в комфортном для вас диапазоне, но почему-то вот никак эту ноту красиво не исполнить. Попробуйте такой трюк. Встаньте прямо с прямой спиной у стены, так чтобы ваш затылок, плечи, да, середина живота и таз попадали полностью вот по всей вот этой вертикали вдоль стены. И теперь, когда вы поете, вы не можете двигаться ничем, ни плечами, ни руками, ни вот телом некоторые поют, так не надо делать. Полностью вы прилипли к стене, и дальше вы услышите, что как только вы идете наверх, диафрагма настолько активируется, что практически всю работу для вас будет делать более легко, и голос будет более полетным. Для классического вокала это будет примерно так звучать. Женский классический вокал. Очень интересно, другой трюк, который предлагают американские тренера, это в момент высокого звука, особенно если вы работаете с белтингом, необходимо как бы присесть, чуть-чуть ослабить колени. В момент высокого звука чуть-чуть осесть. Таким образом вы как бы снимаете стресс с мышц, снимаете вот эту тяжесть, и голос подвисает. То есть тело падает, а голос подвисает. Таким образом вы создаете вот эту необходимую полетность. Если у вас какая-то согласная зависает, да, при переходе на высокий звук, зацепитесь за согласную. Ну, к примеру, всем известный кусок из песни Уитни Хьюстон, такой уже хрестоматийный буквально, где есть «And I will always love you», for example, для примера. И вот это «die» как раз и будет той петлей, за которой можно зацепиться, чтобы придать ускорение этому высокому звуку и выйти как бы на этом уровне, сравняться с энергетикой этого звука через вот этот кик, через этот пинок волшебный. And I, посмотрите, я зацепляюсь энда. Вот это энда подкручивает мне как раз звук под нос, да, вот туда, на заднюю стенку, куда мы обычно ищем, где мы там резонируем, да. Вот этот потом улучшает мою вокальную позицию таким образом. Зацепляясь за Б, Д, Р, Г,
Да, вот эти согласные очень интересные, они всегда придают ускорение и мощь вашему звуку, такой волшебный пинок я называю. Также, если у вас есть проблема с переходом вот к верхним нотам, вы чувствуете зажим, и этот зажим происходит из-за заваленного языка, следующее упражнение я порекомендую для вас. Это упражнение придумано не мной, я его заимствую у одного очень известного вокального коуча американского, Роджер Лов его зовут, и он порекомендовал такую историю. Значит, берется салфетка, и он объясняет также, что язык, корень языка является самой зажатой, в общем-то, мышцей в вокальной практике, и поэтому именно от нее наши все проблемы. Как только вы научитесь петь без языка, сразу и дыхание получится более удобным, более проточным, да, вы подружитесь со своей диафрагмой сразу же, а также и верхнее небо начнет работать, потому что если верхнее небо пассивное, а вместо него все время глотает язык, да, зажимает звук и идет назад, это его нормальное состояние, то вот как раз этот диссонанс и возникает, и зажимы все появляются. Итак, мы берем салфетку. Взяв эту салфетку, мы обхватываем язык, только не тяните его специально вперед, просто держите в нейтральном состоянии. И сейчас я сначала объясню, потом увидим, что происходит. И потом мы поем, особенно начиная чуть-чуть ниже переходных нот и выше. И мы начинаем переходить и слушаем, как звук у нас начинает просачиваться именно через верхнюю половинку головы. То есть мы уже не можем его заглотить и отправить назад, да, в грудь, как мы это делаем при речевой манере. А мы его обучаем, как этот голос сделать более полетным и уйти наверха. Особенно, если вы хотите чуть-чуть его смиксировать или грудь туда добавить. То есть для классических вокалистов это, наверное, не очень хороший образец. Я покажу позже, что делать классикам. Таким высоким звуком грудным, белтингом, я не пользуюсь в своей практике. Для меня вот эти ноты, которые сейчас для вас пропела в таком режиме, довольно высокие. Это уже как бы за гранью моего нормального рабочего диапазона. И то вы слышите, что они довольно удобно для меня звучат, именно когда я придерживаю язык. Ну, конечно же, у каждого из нас есть лимит, есть какие-то пределы, поэтому не переусердствуйте, чтобы язык вот просто не оторвался случайно в процессе упражнений. Дальше. Для классиков есть упражнения, которые я сейчас дам, как выйти классиком вверх. Классики – это практически для женского вокала, это фальцетное звучание. Упражнения у стены, упражнения с салфеткой, упражнения с полуприкрытым ртом, как бы процеживанием звука, хорошо могут помочь для вокалистов, классиков мужского голоса, мужских голосов. А для женских голосов классических, для выхода наверх, я предлагаю процеживать, обязательно спеть свои места, вот эти, которые нужно спеть с высокими нотами, все эти фразочки, именно удерживая верхнюю губу вот так вперед. И когда вы его, вот это, как бы усы свои, да, вот сюда вперед немножечко так вот выставите, вы почувствуете, куда же направляется звук вокальный. И после того, как мы обобщили вот такие, их масса интересных упражнений, каждому студенту я обычно подбираю в соответствии с его голосом, с его стилем, с его уровнем подготовкой. Безусловно, это должно быть немного более индивидуальная работа, чтобы принести больше успеха, да, помимо того, вот, что я в общем рассказала вам, накидала сейчас какие-то идеи. Надеюсь, что они вам помогут. В любом случае, попробуйте экспериментировать со своим голосом осторожно. Но главное, прям хочется выделить красным текстом. Начинать пение с высокими звуками нужно на тихом голосе. Если в тихом варианте вы уже смогли сформировать всю вот эту базу, то потом вы просто подаете немножечко более силы звука в эту уже сформированную как бы конструкцию, и он у вас звучит более удобно. Представьте, что это высокий звук, но вчера. Если вы уже почувствовали удобство, все элементы сложились в единый пазл, то теперь его можно уже обогащать, наполнять силой, уже готовую конструкцию.
И еще одна фишка, которую я с вами сегодня делюсь, она применительна и для классических, и для эстрадных вокалистов. Почему? Она удерживает этот центральный замок, моя фишечка новая для вас, сейчас я расскажу о ней. Она удерживает центральный замок, и таким образом все излишнее дыхание, которое подпирает вас в момент высокого звука и не дает вам нормально петь, оно как бы отодвигается вниз. То есть воздух, когда вы набрали, опять же, не перебирайте, немного, нормально набрали, сколько удобно, и его необходимо немножечко отодвинуть вниз, этот баллон воздушный, и освободить горло для работы с высокой нотой. Так, чтобы она не была пережата и не поджата вот этими баллонами воздушными у вас снизу. Поэтому помните об этом замке. Итак, сначала закрываем среднюю чакру, ну как это называется, средний замок, да, солнечное сплетение. Такой звук получается у вас, да, для тренировки. То мы закрыли, мы точно убеждены в том, что она закрыта. И дальше я продолжаю на ней говорить, но у меня открыта горловой замок. И поэтому, когда я, прежде чем взять высокую ноту, и такое удержание, да, дыхания дает вам возможность работать с минимальным количеством выдоха. То есть практически 10% от обычного выдоха вы используете для высокого звука, да, потому что вам не нужно перегружать ваши связки, они как бы сами по себе там уже испытывают нагрузку, а тут еще воздушная струя на них давит. Совершенно это не, как сказать, не помогает, там, только мешает. Поэтому, когда вы откатываете весь этот воздух вниз, вот с таким звуком, упор принимаете, да, низкий старт, и потом на верхние оставшиеся 10% воздуха вы работаете верхний звук. I know that's hurt. I know there's pain. But people change, Lord knows. I've been no sane in my own way. Regret choices I've made. How do I say I'm sorry? How do I say I'm sorry? Да, how, да, вот этот я сначала затыкаю дырку, how, и сверху уже на пустом горле наваливаюсь на нее. How do I say I'm sorry? И дальше еще послушаем. I was scared, I was scared. Не I was scared наизнанку, да, а в себя. I was scared, I was scared. Я приготовляюсь в этом куске, отвожу вниз, да, всю эту компрессию. I would do anything, anything, I'm gonna make it true. И также для классического звука, сопранового звука или фальцетного звука, если вы идете выше, то там тоже узкое направление берется. Сначала я также запираю свой замок. Даю в центр фальцета. Когда я имею этот центр фальцета, я на нем могу раздуть уже свой шар звуковой, да? Но не сначала шар, потому что если вы идете с большим объемом сразу, несете эту тяжеленную гирю, то, скорее всего, у вас не будет точности, не будет как бы свободы вот этой, не будет блеска в звуке, да? У вас будет огромное дуло такое. Поэтому идите узко, закрываем замок, не даем много звука. Французские слова, это замечательная ария Дарилы, но вы, кто классик, те знают эту арию. То есть вот пользуйтесь этим вот ведением звука как бы на пуантах, где-то на облаке несущиеся. Вот попробуйте такие элементики включить в свое исполнение, и, возможно, один из них, а может быть сразу и несколько, помогут вам улучшить свой звук на верхней части диапазона. То есть механика, я считаю, это аспект такой
необходимы на подготовительном этапе, но если мы говорим уже сейчас об исполнительском мастерстве, как сделать звук более богатым, более блестящим, более красивым, льющимся, привлекательным, то здесь уже речь идет об исполнительском мастерстве, то есть творческом процессе, который идет через эмоцию, через ваши ощущения, через ваши визуализации. В этом и раскрывается ваш внутренний артист, по сути дела. Поэтому не стесняйтесь этим пользоваться, перестаньте все время механически, логически процессировать информацию о вокале. От этого появляется пение от души, да? Не в погоне за какими-то модными певцами и чтобы повторить их опыт. Вы знаете, что они по 35 лет поют, тренируются, да, каждый день. И поэтому не за этим, не для того, чтобы какую-то книжку прочитать, сейчас все рекомендации на себе попробовать, а прежде всего, чтобы раскрыть свой внутренний талант, дать ему развиваться, используя, конечно же, какие-то известные или малоизвестные трюки, которые подходят именно вам. Ну что ж, если кому-то это было интересно и вы хотите получить индивидуальную консультацию, с удовольствием вам помогу. Записывайтесь на моем сайте mirgolosa.ru. Если вам интересно услышать следующее видео, подписывайтесь на мой канал, я дам массу интересной информации, а также новые вокальные приемы и трюки, которые я использую сама и которые рекомендую своим студентам. Остаюсь на связи, увидимся в следующем видео. С вами была Юлия Полянская. Пойте с удовольствием. До свидания.